Здравствуйте! Меня зовут Анна. Добро пожаловать в 7 минут русского языка с Новомова. Спасибо, что зашли на наш канал. Сегодня мы поговорим о двух выражениях. О выражении тот же самый и такой же. И о том, как перевести на русский язык выражение the same. Если эта тема вам интересна, смотрите это видео. Давайте начнем. И у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как бы вы перевели на русский язык предложение, которое сейчас видите на своем экране? Сказали ли бы вы: у меня есть такая же книга, или у меня есть та же книга, или та же самая книга? Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, в русском языке есть указательное местоимение «тот», которое согласуется с существительным в роде и числе. Например, тот дом, то слово, та книга, те люди. Давайте рассмотрим несколько примеров. Она работает в той компании. Мы живем в том доме. Сегодня мы встретились с теми ребятами. А сейчас посмотрите, пожалуйста, как изменится значение всего предложения, если мы прибавим к местоимению «тот» частицу «же». Сравните. Она работает в той компании и она работает в той же компании. Первый пример. Есть компания, она там работает. Второй пример. Она работает в той же компании, значит, что раньше она работала в той компании, и сейчас она работает в той же компании. Это одна и та же компания. Вы можете дополнить ваше предложение и сказать: она работает в той же компании, что и раньше. Или она работает в той же компании, что и я. И это значит, что и она, и я, мы работаем в одной компании. Другие примеры. Я живу в том доме. И я живу в том же доме. В том доме значит, что есть дом, и я там живу. В том же доме значит, что раньше я жила в этом доме, и сейчас я живу в этом доме. Это один и тот же дом. Вы можете дополнить ваше предложение и сказать: я живу в том же доме, что и 2 года назад. Или я живу в том же доме, что и вы. Значит, что я живу в этом доме, и вы живете в этом доме. Это один и тот же дом. Мы соседи. Итак, запомните. Местоимение «тот» плюс частица «же» значит одинаковость. Конструкция «тот» плюс «же» плюс существительное. Или более полная конструкция «тот» плюс «же» плюс существительное плюс «что и». Например, у меня тот же email. Или вы можете сказать: у меня тот же email, что и год назад. Это один и тот же email, я не меняла его. Еще примеры. У меня та же машина, что и раньше. Или мы встретили тех же ребят, что и вчера. Если же вы хотите усилить значение эмоционально, сделать ваше предложение более экспрессивным, добавьте слово «самый», изменяя его в роде, числе и падеже. Например, у меня тот же самый email, что и год назад. Или у меня та же самая машина, что и раньше. Или мы встретили тех же самых ребят, что и вчера. А сейчас вы видите на экране два предложения. Сравните их. Я живу в том же доме или в том же самом доме. И вы уже знаете значение этого выражения. И я живу в таком же доме. Что значит в таком же доме? В таком же значит в другом доме, не в этом доме, где живете вы, в другом, но аналогичном, очень похожем доме. Вы можете продолжить и сказать: я живу в таком же доме, как и моя сестра. Я живу в одном доме, моя сестра живет в другом доме. Это два разных дома, но эти дома очень похожи друг на друга, они одинаковые. Итак, в таком доме именительный падеж такой. Такой дом. Такой – это указательное местоимение, которое согласуется с существительным в роде и числе. Такой дом,
такое вино, такая машина, такие книги. Например, у меня такой дом, значит, у меня такой красивый, такой хороший, такой уютный дом. А теперь внимание, добавив к этому местоимению частицу «же», такой же, такая же, такие же, мы получаем значение сходства разных объектов или действий. Например, у меня такие же наушники, как и у тебя. У меня есть наушники и у тебя есть наушники. Это две разные пары наушников, но они очень похожи, они одной модели. Или у меня такая же машина, как и у тебя. У меня есть машина и у тебя есть машина. Мы говорим о двух разных машинах, которые похожи. Может быть, одинаковый цвет или модель. Конструкция такой или такое, такая же, плюс существительное, плюс как и, внимание, также плюс глагол, плюс как и. Сравните. У меня такая же игра, как у тебя, и я также играю в эту игру, как и ты. Игра существительная. У меня такая же игра. Играю глагол. Также играю. Давайте подытожим. Тот же или тот же самый, более экспрессивный вариант, выражает полное тождество. Речь идет об одном предмете. Я живу в том же доме, значит, раньше я жила в этом доме и сейчас я живу здесь. Это один дом. Сочетание «такой» плюс «же» плюс существительное и «так» плюс «же» плюс глагол выражают сходство разных предметов или действий. Я живу в таком же доме, значит, мой дом очень похож на твой. Это два разных дома. А сейчас скажите, пожалуйста, а как вы обычно переводите слово the same на русский язык? Есть ли другие варианты передачи значения этого слова? Как вы думаете? Пожалуйста, напишите ваши варианты в комментариях. Я буду ждать. У меня же на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Я очень надеюсь, что урок был полезным и это видео вам понравилось. Если да, дайте нам знать, оставив свои комментарии и подписавшись на наш канал. До встречи!